Наша очередная история добрая и волнующая. Ее герой простая женщина, девочка с непростой судьбой и отважный пес. Вот что с ними приключилось. Наглые зэки ворвались в дом старушки и уже собрались сделать страшное с внучкой, но бабушка только рассмеялась им в лицо. Хэт инсайдер. Сегодня Нина Петровна решила пойти в центр села скупиться. Магазин был только в центре, один на все село. Дорога была не близкая, но погода обещала быть не жаркой, так что надо идти, а то продуктов совсем не осталось. Жила Нина Петровна одна, на краю села. Муж умер 10 лет назад, а его сын Юрий где-то пропал еще до смерти мужа. Он не простил отца за то, что тот женился после смерти матери. Поэтому отношения с ним у Нины Петровны не сложились, как она ни старалась. По дороге домой Нина Петровна повстречала девчушку лет 7, которая вызвалась помочь ей нести тяжелые сумки. Девочку Нина Петровна до этого в селе не встречала. Звали ее Светлана. Оказалось, что она из соседнего села. Отца у нее не было, а мама умерла, поэтому она жила с теткой. Жить с ней ей не нравилось, так как она все время пьянствовала со своим мужем. Девочка рассказала, что она специально шла к Нине Петровне. Нину Петровну знают во всей округе, все говорят, что Нина Петровна ведьма. Потому она к ней и пришла, чтобы та наколдовала, чтобы тетка Варя бросила пить. На что Нина Петровна сказала, что она никакая не ведьма. Это все слухи. Она людей умеет лечить, разбирается в лекарственных травах. Нине Петровне стало жалко девочку. Надо было бы ребенка накормить. Вон какая худышка, одни кости до кожи. Поэтому позвала Нина Петровна Светланку к себе домой. Девочка посмотрела на женщину. Она совсем не была похожа на ведьму, о которой рассказывали люди. Девочка вздохнула, расплакалась и сказала, что она не хочет возвращаться домой. Она так надеялась, что бабушка Нина ей поможет. И теперь она не знала, что ей делать. Нина Петровна, недолго думая, предложила ей пожить у себя. Сосед ее местный участковый. Он скажет родственникам девочки, что она покамест поживет некоторое время у нее. Светлана радостно закивала головой, но тут ее лицо стало грустным. Она вспомнила, что по дороге к Нине Петровне в лесу она встретила собаку, которая была привязана к дереву. Собака была вся в крови, но девочка не смогла ее отвязать. Старушка сказала, чтобы девочка отвела ее на то место после того, как они придут домой. Надо было помочь несчастной собаке. Когда они ее нашли, то увидели, что собака была в ужасном состоянии, вся побита, голодная и умирала от жажды. Видно, что она была привязана к дереву уже не один день. Женщина прихватила с собой миску и молоко. Собака с трудом начала пить молоко. Пока она пила молоко, Нина Петровна отвязала веревку. Она позвала собаку за собой, и та медленно поплелась за ними. День пролетал за днем. Светлана так и осталась жить у бабушки. Пса они вылечили, и он тоже остался жить у Нины Петровны. Назвали они его Боем. Он окреп, стал большим и красивым. Прошло несколько лет. Однажды вечером, покормив Боя и направляясь в дом, девочка не заметила, как за ее спиной промелькнули чьи-то тени. Громадный мужик отшвырнул ее и ворвался в дом. За ним еще двое. Увидев непрошенных гостей в своем доме, Нина Петровна не растерялась и спокойно спросила, кто они и что им нужно. Бородач закричал, что он ее пасынок, Юрий, на что ему женщина ответила, что Юрий невысокого роста и волосы у него светлые, а Бородач был рыжий и здоровый. Тогда Бородач рассказал, что он вместе с Юрием отбывал срок, но год назад он умер от туберкулеза. От Юрия он узнал, что у него есть дом, а люди поговаривают, что у бабули много денег. Если она отдаст деньги, то останется жива, а внучку для гарантии они заберут с собой. Нина Петровна сказала, что деньги она в доме не хранит, за деньгами надо идти в сарай. Бандиты зашли в сарай, а бабушка сразу же за ними закрыла на щеколду дверь и громко приказала Бою взять их. Из сарая раздались громкие крики и вопли. Нина Петровна увидела, что к дому уже бежали соседи вместе с участковым. Их позвала Светланка. Когда открыли дверь сарая, то двое мужчин лежали на полу, а Бородач сражался с псом. Вдруг пес взвизгнул, а Бородач упал на пол. Нина Петровна бросилась к собаке и увидела, что она была ранена ножом.
Участковый успокоил старушку. Он позвонил своему брату, ветеринару. Тот обязательно вылечит пса. Только сейчас женщина осознала всю опасность случившегося и заплакала, обняв Светланку. Прошло дней 10. Бой стал потихоньку поправляться. Бабушка и Светлана ухаживали за ним и кормили его разными вкусностями, ведь он спас им жизнь. А Бой, в свою очередь, был благодарен им за их заботу. Вот такая простая и вместе с тем непростая история. История о доброте и бесчеловечности, о готовности отозваться на чужую беду и отобрать последнее, о верных и преданных наших братьях меньших, которые способны не только нас защитить, но и поймать настоящих преступников. Все как и бывает в жизни. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.